Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. И в этом видео мы с вами разберем такой праздник, как Новый год, он же Новый ход. Мы разберем его глубинную суть и интересные неизвестные факты с ним связаны. Дело в том, что многие из вас знают, что у славян был изначально не календарь, а колодар. Он же равняется род. С чем это было связано? Это связано было и тогда, и сейчас с тем, что Земля вращается как вокруг собственной оси, и это образный круг, как вокруг Солнца, это еще один образный круг, и как вокруг центра нашей галактики. Они же назывались сутки Сварога. И если на небесах мы эти кола видим в виде круга, то отображение этого круга и его фиксация на Земле видна в виде буквы А, она же первоисточника. Ну, это выглядит примерно вот так. Почему? Потому что мы фиксируем движение не только на небосводе, но и на Земле при помощи подобных простейших устройств. Поэтому буква А, она же первоисточник, она же единица, она же используется при измерении движения света на Земле. Вот она, эта буква А, потому что свет в различное время имеет различный ход, различный максимум, минимум. И все эти солнечные измерительные приборы использовались на всем протяжении прошлого человечества. Я вам показывал уже ту же самую Малтынскую пластину. Ей календарику 20 тысяч лет. Вот он, этот жезл. Она же палочка в центре этой пластины. Она всего-то 12 сантиметров. И движение Солнца по небосводу в течение одного цикла, как суточного, так и годового, здесь фиксировалось на Малтынской пластине, в итоге получался определенный узор. Вот как это всегда делалось и делается, даже сегодня можно также сделать. Получались солнечные часы, которые фиксировали движение Солнца, опять же, на плоскости на Земле. Но, конечно, мы все понимаем, что эта фигура в реальности спиральная, сферальная, то есть объемная. Но из-за того, что и людям легче воспринимать в плоскостном виде, и фиксировалось оно на Земле в виде плоскости, обычно мы видим плоскость. Хотя, конечно, эта плоскость представляет собой движение в объеме. И именно поэтому мы, для того, чтобы понять, почему славяне и когда праздновали правильно Новый год, он же Новый ход, должны рассмотреть, опять же, ту же схему движения Земли вокруг Солнца в течение одного цикла. Потому что славяне всегда изучали и использовали максимальный потенциал явного мира, а это свет. Поэтому свет давал нам и дает всю письменность, все цифры, ну и все праздники соответственно. Я уже показывал в прошлый раз, когда вам объяснял, как образуется Рождество Хорса. Вот буква R, а вот буква Х. И на этой же схеме мы определим, как рождается Новый ход или Новый год. Обратите внимание, с 21 декабря по 3 января рождается буква R. Получается Рождество Хорса. Вот она, вот буква Х. Тот же неравносторонний крест. Вот буква О. И буква С это половинка от 3 января до 3 июля. С одной стороны буква С и с другой стороны буква С. Но на противоположной стороне этой системы, то есть для северных широт в районе лета, примерно с 21 июля по 3 июля, образуется еще один точно такой же знак, который мы знаем как D. И получается новый ход. Вот буква опять же Х, буква О и буква Д, которая будет увеличиваться до начала буквы Р. Почему это так? Ну, опять же, я показывал уже эти символы, потому что символически это выглядит вот так. Это Рождество Хорса, то есть для северных широт это зима, когда самая длинная ночь, самый короткий день. А когда наступает лето, когда у нас солнце имеет самый длинный день и самую короткую ночь, получается новый ход. Или перевернуто этот же знак. Потому что вот это Х, вот это Д, а все круговое движение это О.
Он же Новый год, что не противоречит друг другу. Почему? Потому что я чуть ниже объясню, ну вообще все это движение образует вот этот символ Янь и Инь. Он же символ славящих Янь и Инь, он же символ рода. Потому что это образное движение, когда показывается, что происходит с движением светил со светом. Когда зимой ночь максимально, свет минимальный, потом начинается увеличение дня, уменьшение ночи, и все это приходит именно к новому ходу, то есть к летним праздникам, когда образуется буква «Д», и получается новый ход. Ну а почему новый? Почему не просто ход? Почему зимой у нас РХ, просто Рождество Хорса, а летом Новый ход? А потому что у славян все циклы начинаются с темного цвета, с черного. У нас поэтому и 9 основных цветов от черного до белого, 9 основных чакр. Начинается все, когда новый, он значит черный, темный. То есть наступление того времени, когда день уменьшаться начинает, а ночь начинает увеличиваться. Вот как это лучше понять. То же самое у нас со славянскими часами, которые они начинаются после захода солнца по современному. Ну, это примерно где-то в 20:30, в 19. Все зависит от того, какое время. Но сам факт, что славянские часы начинаются в северных широтах уже фактически с захода солнца, с вечера. Поэтому у нас утро вечера мудрее, потому что утро намного длиннее, чем вечер. То есть вечер это только начало, а там прошла ночь, вы пошли посовещались с предками в осознанных сновидениях, и пришло утро, которое намного длиннее, чем вечер, просто, и вы уже более мудрее стали. Поэтому у нас все циклы начинались с таких вот темных, черных периодов, скажем так, для того, чтобы потом от темного начинать переходить плавно, опять же, к свету. Поэтому, если мы это уже все знаем, то тогда мы с легкостью можем определить, когда и какой Новый год или Новый ход начинается для северных широт. Например, славянский Новый год, он же Новый ход, для северных широт был в июне 2018 и назывался Алый Феникс. Опять же, по вот этому циклу 144, который я в календаре вам показывал, мы можем это как определить? У нас идет лето от сотворения мира в звездном храме. Смотрим. Я вам показывал, что звездный храм, вот это звезда, а вот храм. Это всего лишь один из циклов. 112 цикл был по очереди. А всего циклов 144. То есть нам для полноты цикла не хватало 32 года, лета. Мы плюс добавляем, сколько с того времени к 32 прошло полных циклов по 144, 52. И у нас сейчас идет 7-й цикл лиса, или желтая нафь, или желтый лис. Вот и получается 32 плюс 52 цикла по 144 лета, плюс 7, 7527 лето от сотворения мира в звездном храме. Это на январь 2019 года по современному летоисчислению. А в июне 2018 мы посмотрим на один цикл назад и увидим, что это был алый или огненный феникс. Вот этот цикл. То есть Новый год славянский был в июне 2018 по современному, скажем так, григорианскому календарю. И назывался он Новый ход для алого или огненного феникса. Следующий Новый год, он же Новый ход для северных широт, будет называться Новый ход желтого лиса. И произойдет он, опять же, в конце июня 2019 года. Вот как это легко вы можете определить и просчитать. Потому что если некоторые говорят, что сейчас начался цикл орла, то посмотрите, вот он орел только 10-й, лис 7-й, орел 10-й. Это 26-й цикл, а у нас сейчас идет 7-й. То есть тот же орел прилетит ровно через 19 лет. Вот так каждый может ориентироваться в этих циклах, определять цвет, название. И когда он наступает, мы уже чуть подробнее поговорили. Сейчас будем разговаривать еще дальше, раскрывая эти глубинные смыслы. Друзья, вы знаете, что я давно сотрудничаю с брендом Synthesit.
И главный продукт имеет фантастические свойства, подтвержденные исследованиями известных ученых и НИИ, и отзывы сотен потребителей, среди которых также есть известные люди. Однако хотел бы обратить ваше внимание, что у них также есть большая линейка различных добавок, которые хорошо показали себя в сочетании с синтезитом. Например, синтезит сердца-сосуды с куркумином. Он имеет мощнейшее противовоспалительное и антиоксидантное действие. Синтезит иммуноактив с водорослью фукус, которую называют секретом японских долгожителей. Синтезит суставы и синтезит коллаген – отличные препараты для профилактики проблем с суставами. Все эти продукты можно купить на сайте Синтезит или на маркетплейсах. Потому что после Купала, примерно 21 июня он наступает, уже 24.06.2019 наступит праздник летнего хорса или Нового хода, он же год, потому что день будет после этого только уменьшаться вплоть до начала рождественского хорса зимой. Ну, Рождество хорса я уже показывал, но теперь давайте подробно остановимся, почему это именно D, а не тоже, например, R, не новый какой-нибудь хор. Почему это Рождество именно летнего хорса? Потому что оттуда рождается такой же символ, который никто не знает откуда появился, как символ рога изобилия. Именно в июле начинается сбор урожая в северных широтах. Он продолжается определенный период времени, заканчивается. И это и есть символ рога изобилия, потому что именно летом собирается урожай, а потом зимой он только потребляется. Поэтому буква D – добро, достаток. Давайте обратимся к еще одной матрице, уже более серьезно, 7×7, основы нашей письменности, опять же световой. И посмотрим на букву D более подробно, ну, чтобы показать, прав я или нет. Мало ли, может, я сам это придумал. Буква D имеет символ 4. Опять же, 4 времени суток, 4 времени года. Опять же, D это солнечный образ. Какой образ заложен в букву D? Развитие, достаток, накопление, умножение, приобретение, полнота, гармония, возвышение. О чем я говорю? Достаток у вас когда? Летом, когда идет сбор урожая? Или зимой, когда все снегом завалено и холодина? Ну, конечно, летом. Почему и рог изобилия? Он у нас летний. Мы не в тех широтах, где там 2-4 урожая в год можно собрать. Это только справедливо для северных широт. Образование буквы D именно летом. Почему и образы множения, накопления, достатка, и откуда взялся символ рога изобилия, который никто не знает откуда он. Он отсюда. Все из света, все из образов древности. Обратите внимание, опять мы берем астрономические данные. Вот я вам для примера взял же. Ссылка на этот сайт в описании. Смотрим, что будет 21.06.2019. Вот в широте района Белгорода. Вот, 21.06 закончится максимальное прибавление дня. Вот оно все, завершилось. Поэтому это будет первый, как говорится, дневной праздник. Потом 22-го все, солнце остановилось в одном месте, стоит, никакого прибавления дня нет. И уже 23-го оно потихоньку начинает день уменьшаться, но это еще, как говорится, при простых приборах измерения еще незаметно. А 24-го уже 1/10 видна изменение, уменьшение дня, и все. Вот это и наступление дня летнего хорса или нового хода. И рождение символа рода. Уже нового. Вот вам вырезка из нашего календаря, одной из славянских общин. Обратите внимание, 21-го родоница, то есть рождается сам род, этот символ общий. Почему? Ну, потому что день уже не будет прибавляться. Тут же сразу следует день числа Бога. Ну, на мой взгляд, числа Бог, он двойственный Бог, он как бы содержит и 0, и единицу. То есть он составляет все числа. Я чуть дальше покажу, почему это так. И потом идет день Лада-Ада. Почему тут? Во-первых, это богиня Лада из тех же солнечных символов. Опять же, А это первоисточники. И опять двойная Д. То есть показывает нам, что начинается новый ход, Новый год. Но это видно уже только на 4-й день. 1, 2, 3, 4. И день бога Хорса наступает на 4-й день праздников.
А вот день числа Бога, например, по славянскому циклу был на 31-й, тоже интересный факт. Сейчас мы объясним почему. Так что опять же, здесь опять число 4 совпадает, пожалуйста. 4 это фактически начало нового хода. На 4-й день праздника он наступает. Опять полное совпадение. Вот день бога летнего Хорса или нового хода, Нового года. Обратите внимание тоже, день числа Бога. Чем он интересен? Он празднуется на 31-й день. Здесь, во-первых, зашита и единица, то есть первоисточник всех чисел, почему он числобог, и тройка, как бы символ Луны, а вместе 3 плюс 1 это будет 4, символ Солнца. Но интересно, что 13, опять же, 13 фактически тоже образ такой скрытый, сакральный, когда 12 плюс 1 получается ведь 13. А многие знают, что у нас там 13 знаков зодиака, 12 апостолов плюс Иисус получается 13. Вот это все тоже символизм, все идет и отсюда, из тех времен. Поэтому лично я считаю, что именно числобог, он же покровитель течения времени и счета у славян, как бы завершение старых циклов, полное заключение 0 и начало новых 1. Поэтому наша письменность и числа были всегда, они всегда были источником света и всегда фиксировались, как говорится, как на небесах, так и на земле. Поэтому у числа Бога было два лица. Одно отмеряло течение дня, другое течение ночи. Кукушка, птица, числа Бога. Опять же, завершение это 0, а начало нового цикла единица. Поэтому он же числа Бог, он же числа Творец, так как единица есть в каждом целом числе. Вот и все. Вот символ, опять же, числа Бога. Тройная свастика или тройная буква Г. И она же говорит нам о том, что переход от единицы к тройке, то есть к лунной матрице, тому магическому квадрату, что наши чакры описывают, с какими мы родились. Все это переходит 3 плюс 1 в четверку. Опять же, солнечный символ. 4 на 4 будет 16. И опять же, 4 времени года. Опять же, вот она, эта единица большая. И четверки. Все вместе как бы. Все в образах связано. Поэтому, когда вы слышите о том, что в Новый год идет празднование, и в том числе упоминается Святой Николай, то удивляться не стоит. Потому что раньше просто так назывался свет нашего кола Солнца. Или Луны в скобочках. Потому что он же чудотворец или числотворец. Или числобог, потому что миром правят числа и их взаимоотношения. И поэтому вы не удивляйтесь, что вот у него на головном уборе, во-первых, солнышко, он же колобог, то есть опять же тот же круг. И те же 8 основных праздников, 4 женских, 4 мужских, световых. И все это разделено на 2 как бы. R их и D, то есть верхний цикл и нижний цикл. То есть ничего, чего-то противоставляющего, ничего нет. Вот эти все основные праздники, вот этот символ Алатырь камень, 8 основных праздников, 4 мужских, 4 женских. Все полностью соответствует движению Солнца. Еще раз хотелось бы напомнить, что 24 июня 2019 года будет действительно новый ход, Новый год, День Бога Хорса или солнечного хоровода, солнечного кола. Он повелевает круговым движением светила, отсюда хоровод. Хорс, он же брат Коляди, Овсенью и Яру. Хорс, он же всевидящее око, всезнающее, всеведающее. Хорс – круглый источник белого света. Но летний Хорс поднимается, он выше всех на небе. Действительно так. Почему? Потому что, посмотрите, в северных широтах выше, чем 22 июня, солнце не поднимется. Вот это выглядит на плоскости так. Если под углом посмотреть, вот эта единица, максимальное положение солнца над чем? Над куполом. Хотите реальным, хотите воображаемым, но это есть так. Именно тогда мы празднуем максимальный купала, праздник максимального потенциала воды в северных широтах. И мы этот потенциал используем и раньше использовали для очищения всех энергооболочек, очищения водой, плюс огнем, плюс хождением по углям. Да, этот праздник посвящен дню летнего солнцестояния, самому долгому дню в году.
священной была и ночь, потому что накануне этого дня была Купальская ночь, когда все тоже праздновали, очищались, поэтому проводилось не просто празднование, какой-нибудь алкогольный угар, нет, это все проводилось для очищения. Очищение тела и всех энергооболочек, и поэтому в эту ночь, ну, никто бы грешить не стал. Если вы там услышали какие-то про грехи в эту ночь, то это кто угодно, но точно не славяне. Те, кто пытается подражать, деграданты, но точно не славяне, очищались в эту ночь, используя все стихии. Стихию воды, стихию огня. Потом, после того, как очистились в воде, прыгали через огонь для очищения, а завершалось это все хождением по углям. Да, это не индусы придумали, это там не какой-то Life Team, это команда какая-то, скрепление. Нет, это очищение всех чакр, от нижних до верхних. И именно так выглядит полный обряд. Ну а почему купала? Я же говорю, опять же, видим эту восьмерку, символ бесконечности, символ В. Когда выше, вот 22 июня, в любой северной широте, выше вы солнце не увидите. Дальше солнце пойдет только вниз. Вот эти символы, это в районе Греции, это в другом районе. Видно, что хоть и под углом, но выше солнце не поднимается. Почему? Праздник купола максимального, то есть максимального подъема солнца над куполом. И из-за этого подъема и разность нагрева Земли. Потому что когда угол падения примерно 90 градусов, там максимальный нагрев. Как угол падения начинает уменьшаться, то есть Солнце опускается, нагрев уменьшается, и другие ветра присоединяются, в том числе и холодные. Почему у нас, когда Солнце минимально внизу, наступает зима, максимально над нами лето. Но это справедливо для всех широт, но надо понимать, что когда у нас зима, в южных широтах лето. И когда мы будем праздновать летом Новый ход, в южных широтах будет праздновать рождение нового Хорса. И получается, что сегодняшний Новый год празднуется в северных широтах, хотя это справедливо. Именно для южных широт. Вот же в чем загвоздка для тех, кто не понимает, что происходит. Ну, а поэтому это нужно знать, запомнить, что когда в северной части Земли Новый год или Новый ход, то в южной части Земли Рождество Хорса. Вот эти все даты. Вот они, я их выделил вам специально, потому что когда лето у нас наступает в северном полушарии, то в южном полушарии зима. И все это связано именно с движением Солнца, Земли, разными наклонами. И это надо понимать, что когда у нас зима, у нас есть Рождество. Я же говорю, а Новый год, он только в южных широтах. Ну, так должно быть по-правильному. Конечно, каждый волен праздновать как хочет. Я вам просто рассказываю суть. Опять же, для тех, кто думает, что символ года это как бы опять же не наша, обратите внимание на символ Хорса. Это тот же символ четверки, единицы или гэшки. Немножко, конечно, измененный. Но и такая Г вы встречали по всему миру, и другая. Это же сва стика. То есть сва это небесное, а тика движение, особый вид, который фиксируется по всему миру во всех временных диапазонах. Если зло берет на вооружение солнечный символ, это солнечный символ в итоге это зло уничтожит. Так что имейте все в виду, все зависит от поступков. А это го, это опять же у нас же, это считается га, это движение по земле. Потому что это фиксация движения светила по земле. А го это небесное движение. Вот и получается эта буква Г. Поэтому год это не какой-то там латиняне опять же придумали, нам надо отказаться, все не наше. Нет, это тоже наше, просто это более глубинная форма. Действительно, го небесное движение. А Д говорит о том, что для северных широт это движение начнется летом. Я вам показывал уже эту букву Г на мезенском браслете, который 20 тысяч лет. Вот это первое протосвастичное изображение, самое старое, но они все называют этот орнамент каким-то греческим словом. Хотя они знают, что эта свастика или буква Г была найдена и было подтверждено, что этому браслету 20 лет.
Но оно как называлось каким-то греческим обозначением, так и будет называться. Меандр. Вот это движение у них называется меандр там и приписано древним грекам. А то, что оно было еще 20 тысяч лет назад, ну, науку это не сильно волнует. Ну, а вы должны знать, что это чуть ли не первоначальные образы движения Солнца, Луны, других планет, которые фиксировались и переносились потом на календарные системы славянами. Поэтому, я надеюсь, я вам четко и ясно показал, что Новый год, он же Новый ход у славян, это все говорит об одном и том же, о периоде максимального солнца, который у славян происходит летом в северных широтах. У славян, живущих в южных широтах, ниже экватора, он произойдет, конечно, для нас, по нашему сейчас, скажем так, общему календарю, в начале, в 20-х числах декабря и закончится 3 января. Так что вот такое вот основа праздника такая. Она же рождает символ род, он же славящий янь и инь, то есть мужская и женская энергия вместе с божественным миром. Но опять же, вы должны понимать, и я надеюсь, все мои данные вам показывают разницу для северной широты и южной. Все зависит от того, где вы живете. Ну, а не спали ли славяне? Вы видите, что когда наступают такие важные праздники, славяне действительно не спят. Это происходило и летом, ну, в самую короткую ночь, а в самую длинную ночь перед Рождеством зимнего Хорса славяне тоже не спали, но их задача была не спать для того, чтобы своими светлыми празднествами призывать приход нового солнца и наступление теплоты, увеличение дня. Поэтому действительно в это лето, скажем так, славяне не спали 24-12 и праздновали ночь, которая помогает рождению нового солнца или рождению нового Хорса. Про елку, я думаю, мы вообще отдельно поговорим, потому что вы сами понимаете, что если празднество идет летом, то никакая елка в празднествах у нас летних не участвует. А вообще, елка это яркий пример мировоззрения людей. Обратите внимание. Мы поговорим про это отдельно, конечно, более подробно, но обратите внимание на основы мировоззрения, что славяне раньше бы в самые тяжелые зимние условия они бы сходили в лес и поделились бы съестными припасами с лесными жителями. А в современном мире те, кто называют себя людьми, убьют миллионы живых существ, притащат этот труп себе домой и будут рядом с умирающей елкой радоваться. Но это все будет отдельно, потому что это такой интересный темный ритуал, он вместе связанный с цветами. Но сам факт изменения мировоззрения людей от на поддержание жизни, на ее развитие, до уничтожения жизни вокруг себя и самих себя. Там есть ссылка в описании на видео с другого канала, где он объясняет основы, почему елка, как говорится, умирающая в доме это плохо. Я в свое время добавлю не только об елке, но и об цветах. Ну, сам факт, ссылка в описании будет. Если вам интересно, что же празднует весь мир, так называемый, ну, они, наверное, празднуют, что 1 января по юлианскому римскому календарю в это время назначались новые там комиции, консулы, они вступали в должность. Поэтому, наверное, это большой праздник. Но в результате того, что юлианский календарь был не совсем точный, католики, например, произвели реформу, перешли на григорианский календарь, убрали все эти расхождения, поэтому для них действительно теперь Новый год наступает опять же в районе 1 января. Православные христиане остались на старом летоисчислении, на римском, юлианском, и поэтому у них старый Новый год, который мы называем, но наступает в районе 14 января. Ну а почему это же произошло по приказу Петра, как вы знаете. Это он в 1700 год начал праздновать 1 января, убрав 5508 лет нашей истории и, скажем так, начал новый отсчет времени. Почему это так было, куда делось новолетие, мы поговорим в следующий раз. Здесь бы я хотел сказать, что вообще основа праздника того же христианства, вот они честно признаются, что не празднуют. Вот он, выдержка. Новый год, который в России начали праздновать всего числа с 1700 года, это праздник обрезания его же во плоти Господа нашего Иисуса Христа. То есть это день, 8-й день
на которой у иудеев принято обрезание делать детям. Вот у них это праздник обрезания Господня. Вот эти дореволюционные календари, до реформы календарной системы, когда видно, что это происходит 1 января, они православные празднуют обрезание Господне. Ну, каждому свой праздник, потому что если для них это праздник, значит праздник. Но я просто не в курсе, почему это такой большой праздник. Я бы сам с удовольствием послушал. Но факт остается фактом, что 1 числа празднуется Новый год или год обрезания Господня. Православные праздновали это, пока не произошла реформа большевиков. Теперь этот праздник у них происходит 14.01 по современному. Вот это из православной энциклопедии я вырезал. Вот они объясняют, что же происходит. В то же время введение григорианского календаря гражданской властью привело к некоторым трудностям для православных христиан. Новый год, который отмечает все гражданское общество, оказался перемещен в рождественский пост, когда веселиться не подобает. Кроме того, по церковному календарю 1 января или 19 декабря по старому стилю отмечается память святого мученика Вонифатия, который покровительствует людям, желающим избавиться от злоупотребления спиртными напитками. А вся наша огромная страна встречает этот день с бокалами в руках. Православные люди празднуют Новый год по-старому, 14 января. Ну вот он, этот православный церковный календарь. Вот он, 14.01, обрезание Господня во плоти. Ну, как бы у каждого свои праздники. Каждый празднует то, что считает нужным. Это у православных. А у католиков тоже раньше было честно написано, что 1 января это обрезание Господне. Но они почему-то решили заменить совершенно недавно обрезание на День Пресвятой Богородицы, Девы Марии. Опять же, это их право. Почему они так сделали, это лучше пускай вам расскажут католики. Раньше у них тоже стояло здесь обрезание Господне. Ну, а почему мы не говорим про новолетие в этот раз подробно? Потому что поговорим в следующий раз. Информации много. Как вы видите, здесь заложено множество образов. И лучше это будет разложить в следующий раз. Ну, а все ссылки на материалы под видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.